Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, шторма сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. На выходных Саратовская область оказалась во власти мощного снежного шторма, который привел к транспортному коллапсу, многочисленным авариям и серьезным повреждениям инфраструктуры. Из-за неблагоприятных погодных условий все экстренные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Видимость на дорогах была ограничена менее чем 20 метрами, что сделало движение крайне опасным. На федеральных трассах в разных районах области фиксировались массовые заторы и дорожно-транспортные происшествия. В частности, на трассе Сызрань-Волгоград в Вольском районе движение было сильно затруднено. В Энгельском районе на трассе из-за метели застряла машина скорой медицинской помощи с 2 пациентами, которых пришлось экстренно эвакуировать спасателям. Для обеспечения безопасности движение было полностью прекращено на ключевых участках федеральных автодорог Р-228, А-298, Р-158, а также на подъезде к Саратову от трассы Каспий. Ограничения долго сохранялись на участках 6 федеральных трасс в Ершовском, Энгельском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах. Эпицентром транспортного коллапса стал Энгельский район вблизи села Безымянное. Более сотни человек оказались заперты в своих автомобилях снежным штормом. Для их эвакуации спасатели задействовали специальную тяжелую технику. Всего в пункты временного размещения эвакуировали 148 человек. Также был организован подвоз топлива для застрявших автомобилей. Непогода нанесла значительный ущерб коммунальной инфраструктуре региона. В 205 населенных пунктах Саратовской области были повреждены линии электропередачи, оставив жителей без света. В 5 районах стихия повредила кровлю школ, больниц и жилых домов. К расчистке дорог и улиц по всему региону привлечено свыше 1400 единиц специальной техники. Экстренные и аварийные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия разгула стихии. Сильный снегопад прошел и в Пензенской области. Непогода стала причиной самого массового ДТП этой зимы на участке трассы Р-208 Тамбов-Пенза. Из-за нулевой видимости и снежных заносов в аварию попали более 20 автомобилей. В результате происшествия пострадали как минимум 6 человек, среди них 1 ребенок. 2 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Временно был закрыт участок трассы с 265 по 278 километр в обоих направлениях для движения всех видов транспорта. Шквалистый ветер и обрывы проводов привели к масштабным отключениям света. Без электроснабжения остались жители отдельных многоквартирных домов в Октябрьском, Первомайском и Железнодорожном районах Пензы, а также населенных пунктов в Бессоновском, Пензенском и Мокшанском районах области. Всего по региону без света оказались около 48 тысяч человек в 11 районах. Энергетики оперативно ведут восстановительные работы. Также зафиксировано падение деревьев и 2 опор линий электропередачи. Госавтоинспекция Пензенской области настоятельно призывает водителей быть крайне осторожными и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. В регионе сохраняются очень плохие погодные условия – снегопад, гололед и плохая видимость. В воскресенье экстренные службы Ирландии провели масштабную операцию по спасению экипажа рыболовецкого судна, севшего на мель в неблагоприятных погодных условиях недалеко от гавани Дингл в графстве Керри. Французский рыболовецкий траулер Fastnet, принадлежащий испанской компании и экипажам из граждан Португалии и Индонезии, длиной около 28 метров, только покинул гавань Дингл после разгрузки улова.
В условиях шторма вскоре после выхода из порта произошел отказ двигателя, и судно начало дрейфовать в сторону берега из-за сильного ветра и высоких волн. В результате траулер был выброшен на скалы в районе пляжа Бин-Бан, расположенного у восточного входа в гавань. Из-за сильного волнения спасательной шлюпки не удалось подойти достаточно близко к терпящему бедствие судну. В итоге было принято решение эвакуировать весь экипаж с помощью вертолета. Все 14 спасенных членов экипажа доставлены на берег. Серьезно никто не пострадал, 5 членов экипажа получили незначительные травмы. Выброшенное на скалы судно получило пробоину и начало протекать. Вокруг него образовалось заметное пятно нефтепродуктов. На борту судна находится 2-недельный запас топлива. Планируется, что траулер будет снят с мели при благоприятных погодных условиях во время следующего прилива. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Резкое изменение погодных условий привело к разгулу стихии и погодному контрасту на выходных в Марокко. Необычный для пустынного региона сильный ночной снегопад обрушился на окрестности города Тарудант, расположенного на юге страны, в предгорьях Атласских гор. И хотя снег в горных районах страны зимой не редкость, для данного города и его низин это стало редким и значительным погодным явлением. Снежный покров привел к нарушению транспортного сообщения, блокировке дорог и временным перебоям в повседневной жизни местных жителей. Одновременно с этим город Сафи на побережье Атлантического океана столкнулся с разрушительным наводнением, вызванным проливными дождями. Стихия привела к гибели по меньшей мере 7 человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести. Вода затопила улицы, повредила здания и инфраструктуру. Местные власти и экстренные службы продолжают операции по ликвидации последствий стихии. Оказывается помощь пострадавшим. Из опасных зон продолжается эвакуация жителей. Метеорологические службы предупреждают, что, несмотря на некоторое улучшение ситуации, риск экстремальных погодных явлений сохраняется и призывают жителей соблюдать максимальную осторожность. Сильный торнадо обрушился на округ Пинранг в провинции Южной Сулавеси. Вихрь возник внезапно на фоне общей нестабильной погоды и проливных дождей, характерных для сезона муссонов в Индонезии. Торнадо пронесся через жилые районы Джампы, сорвав крыши с домов, выкорчевал деревья и оборвал линии электропередач. По предварительным данным, повреждено не менее 35 жилых домов, многие из которых получили серьезные структурные повреждения и стали непригодными для проживания. Сообщений о человеческих жертвах на данный момент не поступало, однако есть информация о нескольких раненых жителей, которые получили травмы от падающих обломков конструкций. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, военные и спасатели. В настоящее время ведутся работы по расчистке завалов и оказанию помощи пострадавшим. Для жителей, чьи дома были разрушены, развернули пункты временного размещения. В ночь с пятницы на субботу департамент Санта-Крус в Боливии пережил внезапное катастрофическое наводнение. Сильные проливные дожди привели к резкому и катастрофическому разливу рек, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек, еще около 20 числятся пропавшими без вести. Наиболее сильный и внезапный удар стихии пришелся ранним утром субботы на муниципалитет Эль-Торно. Мощный поток воды, смешанный с грязью и камнями, затопил жилые районы, повредив дома и объекты инфраструктуры. Скорость развития паводка не оставила жителям многих районов времени на эвакуацию. По официальным данным, пострадали более 600 семей в муниципалитете Эль-Торно и более 1000 семей в районе Кольпа-Бельгика.
Множество домов разрушено или получили критические повреждения, тысячи людей остались без крова и имущества. Власти департамента Санта-Крус инициировали масштабную спасательную операцию. К работам привлечены подразделения вооруженных сил, полиции и экстренных служб. Для эвакуации людей из затопленных районов и доставки жизненно необходимой гуманитарной помощи активно используются вертолеты. В настоящее время продолжается оценка общего ущерба инфраструктуре и поиск людей, числящихся пропавшими без вести. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти призывают население сохранять спокойствие и следовать инструкциям спасателей. Пострадал от наводнений также Капала-Кота, пригород города Паданг в провинции Западная Суматра. Проливные дожди, не прекращавшиеся в регионе с начала выходных, вызвали резкий подъем уровня воды в местных реках, что привело к затоплению обширных жилых территорий. В районе Капала-Кота вода хлынула в низинные жилые зоны, застав жителей врасплох. Местные жители сообщают, что уровень воды на некоторых улицах и домах достигал 1,5 метров. Сотни домохозяйств оказались отрезанными от внешнего мира. В Паданге были организованы спасательные операции с участием подразделений Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, полиции и военных. Жители наиболее пострадавших районов были эвакуированы в безопасные места, организованы временные убежища и полевые кухни. Основной приоритет сейчас отдается поиску пропавших без вести и оказанию медицинской помощи пострадавшим. Власти Западной Суматры объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Губернатор провинции призвал население сохранять спокойствие, но быть готовыми к возможным новым ударам стихии, так как метеорологические прогнозы указывают на сохранение риска проливных дождей, наводнений и оползней в ближайшие дни. Экстренные службы тем временем продолжают работы по расчистке дорог и восстановлению сообщения с отдаленными районами. На вулкане Пурасе, расположенном на юго-западе Колумбии, в департаменте Каука, на выходных была зафиксирована повышенная вулканическая активность. Согласно отчетам Национальной геологической службы Колумбии, произошло значительное увеличение числа и интенсивности вулканических землетрясений. Эти сейсмические движения связаны с разломами горных пород внутри вулканической структуры. Также зафиксировано увеличение выбросов вулканических газов, столб пепла при этом поднялся на высоту нескольких сотен метров над кратером. Хотя прямая угроза крупного извержения пока отсутствует, наблюдаемые признаки указывают на необходимость усиленного мониторинга. В ответ на эти изменения уровень вулканической опасности для вулкана Пурасе был повышен. Жителям близлежащих муниципалитетов, особенно тем, что расположены в радиусе 15 километров от кратера, рекомендовано быть готовыми к возможной экстренной эвакуации, если ситуация ухудшится. Сильные проливные дожди, обрушившиеся на центральную часть Кубы в субботу, спровоцировали масштабные наводнения в провинции Вилья-Клара. Власти региона объявили чрезвычайное положение. Более 900 человек были экстренно эвакуированы из зоны бедствия. Наиболее серьезно пострадали муниципалитеты Сагуа-Ла-Гранде и Сифуэнтес. Интенсивность осадков была чрезвычайно высокой. За несколько часов в населенном пункте Ситье-Сито выпало 156 миллиметров. Перенасыщение почвы влагой и последовавший разлив местных рек привели к быстрому затоплению жилых районов. По официальным данным, в результате разгула стихии повреждено около 190 жилых домов. Несколько населенных пунктов, включая Ла-Рондо и Мариана-Грахалес, оказались временно отрезаны от внешнего мира из-за разрушения и повреждения мостов. В городе Сагуа-Ла-Гранде наводнение затронуло также ключевые социальные объекты. Был затоплен цокольный этаж муниципальной больницы. Это привело к временному выходу из строя лифтов и служебных помещений, однако медицинское учреждение продолжило функционировать. Местные органы власти и гражданская оборона оперативно развернули спасательные операции. Эвакуированные жители размещены во временных убежищах. По сообщениям властей, ситуация находится под контролем. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Смотрите, что идет. Волна. Нас бы не...
Жителю Бурятии удалось снять на видео так называемое «ледяное цунами». Явление произошло несколько дней назад в верховьях реки Турка, впадающей в озеро Байкал. Очевидец, который находился в районе инцидента во время перегона техники, рассказал подробности. По его словам, причиной стало неравномерное замерзание реки. Ближе к Байкалу уже сформировался и встал лед, тогда как в верховьях еще сохранялась шуга и открытые участки воды. Вероятно, где-то выше по течению образовался мощный ледяной затор, который под давлением воды и ветра резко прорвало. Высвободившаяся масса льда хлынула вниз по руслу в виде движущегося ледяного вала, напоминающего волну цунами. Хотя в данном случае не упоминается о разрушительных последствиях, подобные ледовые явления обладают огромной разрушительной силой. Мощный поток льдин способен крушить береговые укрепления, линии электропередач и мосты. Обширный снежный фронт прошел через Китай, принеся с собой резкое ухудшение погоды, сильные снегопады и штормовые ветры на территорию, охватившую почти половину страны. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе погодная ситуация оказалась наиболее экстремальной. В городе Дабанчэн были зафиксированы штормовые порывы ветра, достигавшие скорости 35 метров в секунду. Эта скорость ветра привела к образованию сильных метелей и снежных заносов, что вызвало закрытие ряда дорог и серьезные нарушения в транспортном сообщении. Также свой первый в этом сезоне зимний снегопад встретили крупные города Северного Китая – Пекин, Чжэньчжоу, Цзинань и Шицзячжуан. Снег покрыл улицы, здания и деревья, создав зимнюю атмосферу, но также спровоцировал гололед и вызвал перебои в движении транспорта. В городе Лаян, расположенном в провинции Хэнань, сильный снегопад привел к обледенению дорог и деревьев, что потребовало от коммунальных служб усиленных мер по обработке дорожного полотна и расчистке улиц. Власти всех затронутых регионов призывают жителей соблюдать осторожность на дорогах и по возможности избегать дальних поездок до стабилизации погодных условий. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.